Представьте обычную аптеку. Белые полки, лекарства от простуды, очередь из 5 человек. Мужчина подходит в прилавку, прикладывает палец к сканеру, и фармацевт протягивает ему пакетик каннабиса. Легально, по государственной цене. Это не Амстердам и не Калифорния, это Монтевидео, столица страны, которую большинство людей не найдет на карте с первой попытки. 3,5 миллиона человек, меньше, чем в одном Берлине. Но вот что не укладывается в голове. Пока Германия 10 лет спорила о легализации, здесь она работала с 2013 года. Пока весь мир обещает перейти на чистую энергию к 2050-му, здесь 98% электричества уже было зеленым 10 лет назад. Почему будущее раз за разом наступает именно здесь, в маленьком Уругвае? И главное, дважды эта страна должна была сломаться. Один раз, когда рухнул сосед и потянул ее за собой. Второй, когда из крана в столице потекла соленая вода. Сегодня разберем, как устроена страна-лаборатория и почему она не ломается. 1929 год. На окраине Монтевидео из земли растет гигантская бетонная чаша. Рабочие заливают бетон днем и ночью, тысячи людей трудятся в несколько смен, и весь город ходит смотреть на стройку как на чудо. Потому что это и есть чудо. Страна, в которой живет меньше 2 миллионов человек, строит крупнейший стадион мира за пределами Британских островов. На 90 тысяч зрителей. С нуля. За 9 месяцев. Зачем? Затем, что ФИФА решила провести первый в истории человечества чемпионат мира по футболу и выбрать хозяина. Претендовали Италия, Испания, Голландия, Швеция. Солидные европейские державы с готовыми стадионами. А выбрали крошечный Уругвай. Почему? Во-первых, уругвайцы были действующими олимпийскими чемпионами. Они выиграли футбольные турниры 24 и 28 годов, и весь мир признавал, сильнее сборной на планете нет. Во-вторых, страна праздновала столетие своей первой конституции. А в-третьих, и это решило все, Уругвай пообещал то, на что не решился никто из европейцев – оплатить сборным дорогу через океан и построить новый стадион специально под турнир. Это как если бы стартап из 20 человек, ни разу не организовавший даже корпоратив, вызвался провести Олимпиаду. И провел. Не без драмы. Дождливая зима сорвала сроки, и стадион Сентенарио открылся только на 5-й день турнира. Первые матчи пришлось играть на маленьких площадках города. Но к решающим играм бетонная чаша была готова. 30 июля 1930 года Уругвай обыграл Аргентину со счетом 4-2 на глазах у почти 70 тысяч зрителей и стал первым чемпионом мира в истории футбола. Хозяин турнира, автор турнира, победитель турнира. Спросите любого человека, где прошел первый чемпионат мира, и большинство уверенно ответит: ну, конечно, где-то в Европе, в колыбели футбола. А вот и нет. Более того, европейские гранды обиделись, что турнир уплыл за океан, и почти все отказались ехать. 2 недели на пароходе казались им унижением. До Уругвая добрались всего 4 европейские сборные, и плыли они через Атлантику на одном пароходе, вместе с президентом ФИФА Жюлем Риме и самим Кубком мира в его багаже. Представьте уровень события: весь чемпионат мира на борту одного корабля. Первый чемпионат мира придумала и выиграла страна, которую на глобусе закрывает палец. Запомните эту схему. Все сомневаются, Уругвай делает. Футбол был только витриной. Настоящие эксперименты начались позже. И за один из них стране пришлось драться с корпорацией, которая привыкла побеждать целые государства. 2010 год. Правительство Уругвая получает иск в международный арбитраж. Истец Филипп Моррис, крупнейшая табачная компания планеты. Требование – 25 миллионов долларов компенсации. Повод – Уругвай посмел принять самые жесткие антитабачные законы в мире. Чтобы понять, откуда они взялись, нужно знать одну деталь. Президент Табаре Васкес по профессии врач-онколог. Причем практикующий. Даже в президентском кресле он продолжал принимать пациентов. Человек, который годами лично сообщал людям, что у них рак легких, добравшись до власти, объявил табаку войну. В 2006-м Уругвай первым в обеих Америках полностью запретил курение в закрытых общественных местах. Потом предупреждение на 80% площади пачки с фотографиями болезней.
Потом правила одна марка, один вариант. Никаких версий Light, которые создают иллюзию безвредности. И тогда табачный гигант, чья рыночная стоимость в разы превышала все, что Уругвай производит за год, ударил в ответ. Расчет был циничный и проверенный. Маленькая страна прикинет стоимость международных юристов, испугается и отменит законы. А заодно получат урок все остальные. Подобные иски годами отпугивали целые государства от борьбы с табаком. Но Уругвай не отступил. 6 лет разбирательств, счета на юристов, часть которых помог закрыть фонд Блумберга. И, наконец, 8 июля 2016 года арбитраж выносит решение: Уругвай прав. По всем пунктам. Более того, Филипп Моррис обязали оплатить $7 миллионов издержек. Это как если бы дачник выиграл суд у застройщика-миллиардера, который привык, что соседи подписывают любые бумаги после первого письма с угрозами. Прецедент прогремел на весь мир. Юристы до сих пор цитируют это дело, а десятки стран после него осмелели и приняли собственные антитабачные законы. Считается, что маленькой стране нельзя злить транснациональные корпорации. Уругвай доказал обратное. Если ваша позиция честная, а законы написаны ради здоровья людей, а не против конкретной компании, гиганта можно бить. Но война с табаком была лишь разминкой. Следующий эксперимент Уругвай поставил там, где соседи по континенту десятилетиями ведут настоящие войны с наркотиками. 10 декабря 2013 года. Сенат Уругвая. Идет голосование, за которым нервно следят дипломаты по всему миру. 16 голосов «за», 13 «против». Все. Уругвай становится первой страной на планете, которая полностью легализовала каннабис, от семечка до продажи. Не отдельный штат, как Колорадо, не серая зона, как в Голландии, где продажа терпима, а производство формально вне закона. Целая страна, весь цикл, под контролем государства. Через 2 недели закон подписал президент Хосе Мухика. Человек с невероятной судьбой, но это отдельная история. Теперь смотрите, как это устроено, потому что устроено это совсем не так, как рисует воображение. Купить может только совершеннолетний гражданин или постоянный резидент. Сначала регистрация в государственном реестре. В аптеке палец к сканеру. Система проверяет, кто вы и сколько вы уже купили в этом месяце. Лимит 40 граммов. Хотите по-другому, выращивайте дома до 6 кустов или вступайте в специальный клуб. Цену назначает государство. И вот ключевая деталь. Цену сознательно держат ниже, чем у уличных дилеров. Понимаете замысел? Цель закона – не продать больше травы. Цель – отобрать рынок у мафии. Представьте город, который задыхается от подпольных казино. Полиция год за годом их закрывает, они открываются снова, а деньги утекают криминалу. И тогда город открывает свое казино, прозрачное, с правилами и лимитами. Игроки уходят туда, и подпольщики остаются без клиентов. Уругвай проделал это с наркорынком. Государство стало скучным надежным аптекарем и выбило почву из-под ног дилеров. Весь мир ждал хаоса, наркотуризма и потерянных подростков. Прошло больше 10 лет. Волны наркотуризма не случилось. Туристам здесь попросту не продают. Нужен вид на жительство и запись в реестре. Страна не превратилась в Амстердам на платье. Зато легальный рынок год за годом откусывает долю у черного, а полиция и суды больше не тратят силы на потребителей. Скучно? Именно. В этом и был весь план. Но социальные эксперименты – лишь половина истории. В те же самые годы в пустых полях страны разворачивался опыт куда масштабнее. Ветер должен был заменить целую отрасль. 2008 год. Экономика Уругвая растет, а электростанции не успевают за ней. Энергии не хватает, счета за свет ползут вверх, страна вынуждена жечь дорогущий импортный мазут. Своей нефти нет, угля нет, газа нет. Классическая ловушка маленькой страны. Каждый скачок мировых цен на нефть бьет по каждому дому. И тогда правительство делает нестандартный ход. Главным по энергетике назначают не чиновника и не менеджера нефтяной компании, а ученого, физика по имени Рамон Мендес Галаим, который до этого занимался физикой элементарных частиц. Физик посмотрел на страну как на задачу. Дано. Ископаемого топлива нет вообще. Зато есть бескрайние равнины, над которыми круглый год дует ветер с Атлантики. Решение.
покрыть эти равнины ветряками. Пастбища продолжают работать. Скос спокойно пасется прямо под турбинами. Земля приносит доход дважды. Дальше самое умное. Уругвай не стал раздавать субсидии, как это делала Европа. Государство объявило аукционы. Гарантируем покупку электроэнергии по фиксированной цене на 20 лет вперед. Приходите и стройте. Для мировых инвесторов это звучало как мечта. Стабильная страна, честные суды, предсказуемые правила. И деньги хлынули рекой. За 8 лет в стране выросло больше 700 ветряных турбин. К 2016 году около 95% электроэнергии давали возобновляемые источники, а в лучшие годы эта доля доходила до 98%. Себестоимость энергии упала примерно вдвое, появились десятки тысяч новых рабочих мест. А излишки электричества Уругвай теперь продает соседям Аргентине и Бразилии, тем самым гигантам, рядом с которыми он выглядит песчинкой. Аналогия простая. Представьте человека без наследства, который годами занимал у богатых соседей на оплату счетов, а потом заметил, что через его участок круглый год дует сквозняк, и поставил ветряк. Все, больше не занимает, теперь соседи платят ему. Нам годами повторяют, зеленая энергетика – дорогая игрушка богатых стран, невозможная без гигантских субсидий. Уругвай перешел на возобновляемые источники не вопреки экономике, а благодаря ей. Ветер оказался банально дешевле мазута, без единой субсидии. Красивая картинка, правда? Слишком красивая. Любая система проверяется не в хорошие годы, а в момент удара. И первый удар прилетел из-за реки, от соседа, который рухнул. Декабрь 2001 года. Аргентина, вторая экономика континента, обваливается у всех на глазах. Правительство замораживает банковские вклады, на улицах беспорядки. Страна объявляет крупнейший дефолт в истории и меняет 5 президентов за 2 недели. Причем тут Уругвай? При том, что уругвайские банки десятилетиями были сейфом Латинской Америки. Именно сюда несли деньги аргентинцы, спасаясь от хаоса у себя дома. И когда в Аргентине заморозили счета, ее граждане ринулись доставать сбережения там, где их еще выдавали, в Монтевидео. Началось банковское бегство. За 7 месяцев из уругвайских банков утекла половина всех вкладов. Половина. Такого оттока не переживала почти ни одна банковская система в современной истории. Песо рухнул, экономика за год просела примерно на 11%. Летом банки пришлось закрывать на внеочередные каникулы. По всем учебникам дальше следовало одно – дефолт, конфискация вкладов, потерянное десятилетие. Сосед только что показал этот сценарий в прямом эфире, но Уругвай сыграл иначе. Правительство провело молниеносную операцию. Защитило текущие счета и вклады граждан в государственных банках. Люди должны были своими глазами видеть, что их деньги живы. Соединенные Штаты, которые обычно не торопятся с такими жестами, выдали экстренный кредит на $1,5 миллиарда. Настолько важно было удержать на плаву самую надежную страну региона. А с держателями государственного долга Уругвай поступил без фокусов. Не отказался платить, а честно попросил отсрочку. В 2003-м инвесторам предложили добровольный обмен облигаций. Те же деньги, но позже. И согласились почти 93% кредиторов. Добровольно. Задумайтесь, почему? Аргентина в тот же момент просто отказалась платить. И на 1,5 десятилетия потеряла доступ к мировым рынкам, увязнув в судах с кредиторами. Уругвай попросил отсрочку и сохранил единственный настоящий капитал маленькой страны – доверие. Инвесторы такое запоминают. Оказалось, маленькая экономика вовсе не обречена повторять судьбу большого соседа, если у нее есть репутация, которую строили 100 лет. Через несколько лет Уругвай вернул себе инвестиционный рейтинг и статус самой стабильной экономики региона. Финансовый шторм система выдержала, но у природы был приготовлен экзамен пожестче, такой, где нельзя договориться, взять кредит или напечатать деньги. В 2023 году из кранов Монтевидео потекла соленая вода. Представьте, вы живете в образцовой стране континента. Утром открываете кран, наливаете стакан и не можете это пить. Вода соленая. И это не авария, это официальное решение вашего государства. 2023 год.
Уругвай накрывает сильнейшая засуха минимум за 70 лет. Метеорологи называли ее худшей за столетия наблюдений. Водохранилище Пасо-Северино, которое поит 60% населения страны, высыхает до исторического минимума. Спутниковые снимки того лета выглядят жутко. Вместо зеркала воды – растрескавшееся дно. И тогда государственная водная компания идет на отчаянный шаг. Начинает подмешивать в водопровод солоноватую воду из эстуария Рио-де-ла-Плата. Уровень натрия и хлорида в кранах превышает рекомендации Минздрава. Врачи публично предупреждают гипертоников и беременных: пейте только бутилированную. Продажи воды в бутылках взлетают на 200 с лишним процентов. В главном парке столицы бурят скважины, ищут воду прямо под городом. До дня 0, когда пресная вода закончилась бы совсем, оставались считанные недели. Столица образцовой страны на грани жажды. И вот тут самое честное место всей этой истории. Лаборатория ошиблась. Эксперты годами предупреждали, водная система недоинвестирована, столице нужен резервный источник, а проекты десятилетиями лежали в ящиках. Образ безупречной страны дал трещину. Но смотрите, что происходит дальше. В этом вся разница. Государство не прячет проблему. Данные о качестве воды публикуются открыто с точными цифрами превышений. Бутилированную воду освобождают от налогов, а 500 000 самых уязвимых людей ее раздают бесплатно. Замороженные проекты резервуаров срочно достают из ящиков и запускают. В конце августа приходят дожди. Пасо-Северино наполняется. Острая фаза позади, город не остался без воды, паники и мародерства не случилось. Экзамен сдан, пусть и на 3. Отсюда самый неожиданный вывод этой истории. У образцовой страны вовсе не все под контролем. Образцовая страна тоже ошибается, тянет с решениями и попадает в кризисы. Разница не в отсутствии ошибок, разница в том, что происходит после. Признать, показать данные, починить. Система, которая остается честной со своими людьми в худший момент, вот что на самом деле отличает Уругвай. И теперь, когда все 6 историй у нас на руках, картинка, наконец, складывается. Первый чемпионат мира. Победа над табачным гигантом. Первая полная легализация каннабиса. 98% зеленой энергии. Выстоявшие банки, пережитая засуха. Что у всего этого общего? Все это сделала страна, где людей меньше, чем в Берлине. И это не совпадение, это и есть механизм. Маленький размер, который по всем законам геополитики должен быть слабостью, Уругвай превратил в суперсилу. Эксперимент на 3,5 миллиона человек стоит дешево и разворачивается быстро. Ошибки видны сразу, их не спрячешь в статистике далеких провинций. Расстояние между гражданином и министром короткое. Здесь президента можно встретить в обычном кафе. Пока гиганты годами согласовывают реформы в парламентских комиссиях, лаборатория успевает поставить опыт, увидеть результат и поправить курс. Вот почему за Уругваем стоит следить. Это черновик будущего. То, что сегодня тестируют на берегу Ла-Платы, завтра, со всеми поправками на масштаб, разворачивают большие страны. Легализацию каннабиса после Уругвая провели Канада, Германия и половина американских штатов. Опыт зеленой энергетики без субсидий изучают правительства по всему миру. Мир привык смотреть на гигантов, на Америку, на Китай. А подсказки о будущем часто лежат у самых маленьких. Просто их нужно уметь читать. Если вам интересно, как устроен мир и почему одни системы ломаются, а другие держат удар, подпишитесь. Это «Механика мира». Дальше будет только интереснее.